Здравствуйте, друзья! Я юрист Валерий Табаков, и я освещаю ход одного из самых резонансных судебных процессов Украины – дело об убийстве Ирины Фарион. Сегодня я представлю вам развернутый юридический анализ судебного заседания, которое состоялось 13 ноября 2025 года в Шевченковском районном суде города Львова по уголовному делу под номером 466/12-967/24 в отношении Зинченко Вячеслава Федоровича, родившегося в 2006 году, уроженца города Днепр, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 8 и 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по мотивам национальной, расовой или религиозной нетерпимости, а также в связи с выполнением потерпевшей своего общественного долга, а также статьей 263 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Это будет не краткий обзор, не эмоциональный комментарий, не поверхностный пересказ новостей из СМИ. Это профессиональный, поэтапный, постатейный юридический разбор каждого процессуального действия, каждого свидетельского показания, каждого доказательства, каждого решения суда с оценкой их допустимости, относимости, достоверности и достаточности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, Конституцией Украины и Уголовным кодексом, а также с учетом практики Европейского суда по правам человека. Мы разберем все, от момента начала заседания до его окончания, от первого свидетеля до последнего, от продления ареста до прогноза приговора. Готовы к глубокому погружению? Начинаем. Сначала общий контекст уголовного производства, хронология, квалификация, доказательная база. Фактические обстоятельства. 19 июля 2024 года примерно в 19 часов 37 минут на улице Масарика, которая ранее называлась улица Лермонтова в городе Львове, у подъезда номер 6, где проживала Фарион Ирина Дмитриевна, родившаяся в 1964 году, бывший народный депутат Украины 7-го созыва, доктор филологических наук, известная общественная деятельница, активно выступавшая за продвижение украинского языка и против русификации, произошел выстрел из огнестрельного оружия. Пуля калибра 9 на 18 мм, предположительно из пистолета Макарова или аналогичного оружия, попала в голову. Потерпевшая скончалась в больнице от массивной кровопотери и повреждения мозга. На месте происшествия обнаружена одна гильза, следы крови, но ни оружия, ни стрелявшего не было. Хронология расследования. 19 июля 2024 года возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. С 20 по 24 июля оперативно-розыскные мероприятия. Анализ видеозаписей с камер наблюдения, геолокация мобильных устройств, допросы соседей и возможных свидетелей. 25 июля 2024 года задержание Зинченко Вячеслава Федоровича в городе Днепр по подозрению в совершении преступления. 27 июля 2024 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на альтернативу. 26 декабря 2024 года утвержден и передан в суд обвинительный акт. Январь 2025 года – начало судебного рассмотрения по существу.
13 ноября 2025 года последнее текущее заседание, о котором мы и говорим сейчас. Квалификация преступления. Пункт 8 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть в связи с общественной деятельностью потерпевшей, то есть ее работой по продвижению украинского языка. Пункт 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть мотив национальной нетерпимости. Якобы Зинченко мстил за критику Фарион в адрес русскоязычных граждан и бойцов полка Азов. Статья 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Доказательная база на момент 13 ноября 2025 года. Прямые доказательства отсутствуют, то есть оружие не найдено. ДНК на гильзе не обнаружено. Пороховые остатки на руках или одежде не зафиксированы. Очевидцы выстрела отсутствуют. Косвенное доказательство. Фотографии и видеозаписи с человеком в Панаме марки «Патагония», велоочках и яркой одежде, сидевшим на лавке у дома Фарион. Экспертиза походки показывает 80% совпадения с Зинченко. Поисковые запросы в телефоне. Искусственные прыщи, накладная борода, как скрыть сим-карту, Патагония. Криптовалютные транзакции на сумму около 20 тысяч гривен на покупку маскировочной одежды. Книга «Инцелы. Как девственники становятся террористами», скачана в телефон. Коллажи с фото Фарион с заклеенными глазами. Экспертиза. 7600 фото в телефоне. Геолокация телефона Зинченко во Львове с 12 по 21 июля. Вывод. Все доказательства косвенные. Ни одно не доказывает личность исполнителя и умысел напрямую. Теперь о заседании 13 ноября 2025 года. Процессуальный разбор. Состав суда и участники. Судьи Невойт, Баева и Эдер, которые ведут дело с января 2025 года. Прокуроры Дмитрий Петлеваный, Алена Данилев. Защита. Адвокаты Игорь Сулейма, Юрий Немировский, Владимир Вороняк. Потерпевшая София Особа, дочь Фарион, с правом на участие по статье 55 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обвиняемый Зинченко Вячеслав Федорович под конвоем Национальной гвардии Украины. Секретарь судебного заседания. Технические средства для фиксации присутствуют. Место. Зал номер 12 Шевченковского районного суда города Львов. Время. Начало в 11 часов 3 минуты. Окончание примерно в 16 часов с перерывами, включая 30 минут после рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения. Фиксация. Аудио и видеозапись соответствует статье 27 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мотивы содержания Зинченко под стражей. Тяжесть преступления по пунктам 8 и 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Риск побега. Криптовалютная активность обвиняемого. Возможные связи. Риск давления на свидетелей. Риск уничтожения доказательств. Альтернативы в виде залога или электронного браслета отвергнуты как недостаточные по статье 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решение суда, ходатайство о продлении меры пресечения удовлетворено. Срок до середины января 2026 года. Юридическая оценка обоснована по статьям 177 и 183 Уголовного процессуального кодекса Украины. Апелляция возможна в 5-дневный срок по статье 407
Уголовно-процессуального кодекса Украины, риск нарушения статьи 318 Уголовно-процессуального кодекса Украины о разумных сроках, поскольку процесс длится уже 15 месяцев. Допрошены 4 свидетеля. Все приведены к присяге по статье 337 Уголовно-процессуального кодекса Украины, предупреждены об ответственности за ложные показания и за отказ от дачи показаний по статье 384 Уголовного кодекса Украины. Перекрестный допрос полный по статье 352 Уголовно-процессуального кодекса. Допустимость показаний составляет 100% по статьям 84-87 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь детальный анализ свидетельских показаний. Первый свидетель – владелица квартиры на улице Леси Украинки, ее показания. В июле 2024 года с 18 по 20 Зинченко арендовал ее квартиру. Для бронирования звонил мужчина 55-летнего возраста с четким украинским акцентом, но прибыл молодой парень с прыщами. Переходного возраста свидетель усомнилась, есть ли ему 18 лет. Проверила паспорт, взяла оплату наличкой за 3 дня. Арендатор выехал на второй день после обеда. Юридическая оценка. Допустимость показаний обеспечивается протоколом осмотра по статье 95 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они допустимы. Относимость показаний состоит в том, что они подтверждают пребывание Зинченко во Львове. Поэтому они относимы. Достоверность показаний вызывает сомнения в идентификации, поскольку голос не соответствует внешности. Защита утверждает, что звонил не Зинченко, а это подмена личности. Прокуратура утверждает, что телефон Зинченко был включен в это время по геолокации. Ключевое обстоятельство состоит в отсутствии голосовой экспертизы. Вывод состоит в том, что возникает сомнение в идентификации, что подрывает прямой умысел. Второй свидетель – понятой на месте преступления. Его показания. Вечером 19 июля после убийства он был приглашен как понятой и был свидетелем, как была изъята одна гильза, смывы с лавки для взятия отпечатков, и подписал протокол. Юридическая оценка. Статья 223 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусматривает, что изъятие законно. Гильза направлена на экспертизу в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел 11 ноября. Результат состоит в том, что нет ДНК, нет отпечатков Зинченко. Статья 87 Уголовно-процессуального кодекса Украины указывает на неполноту доказательств. Кроме того, вызывает сомнение достоверность показаний свидетеля. Свидетель утверждает, что гильза найдена у колеса автомобиля черного или синего цвета, тогда как на видео четко видно, что гильза была обнаружена у автомобиля белого цвета. Это обстоятельство вместе с тем, что в протоколе отмечено изъятие гильзы у 5-го подъезда, а свидетель и видеофиксация говорят о изъятии у 6-го подъезда, причем с обоснованным сомнением, высказанным адвокатом Сулеймой в связи с вероятным подбросом гильзы на основе анализа видеофиксации, позволяет сделать вывод о недостоверности показаний свидетеля и фальсификации протокола. Вывод состоит в том, что показания не связывают Зинченко с выстрелом, что ослабляет статью 263 Уголовного кодекса Украины, а также утверждение о его причастности по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. Третий свидетель – мать обвиняемого Елена Зинченко. Ее показания. Характер сына состоит в том, что он воспитывался в любви. Патриот Украины с 3 лет.
ежегодные поездки на Закарпатье. Вся жизнь связана с футболом. Никогда не конфликтовал. С 16 лет хотел на фронт. Присоединился к правому сектору. В марте 2024 года закончил курсы операторов дронов во Львове. Имеет сертификат лучшего ученика. Поездку во Львов планировал заранее, для чего зарабатывал на криптовалюте. Планировал пробыть во Львове 1 неделю, но мать перевела ему деньги еще на 3 дня. 18 июля снял 2-ю квартиру, оставаться не планировал. 19 июля в районе 18 часов совершил звонок длительностью 1,5 часа матери в хорошем настроении, поздравил тренера, передал привет бабушке, у которой в этот день был день рождения. Разговор был длиннее обычного. На видео, которое демонстрировали ей, Елене Зинченко, в момент задержания Вячеслава, как она утверждает, в Патагонии не Вячеслав. Походка другая, рост другой, худее на 10 килограммов. Про поисковые запросы насчет искусственных прыщей не знает. Книгу «Инцелы» читал, как и все подряд. Задержание 25 июля было с дезинформацией о том, что обокрали некую бабушку. При этом забрали ключи и запретили зайти к соседям. Провели обыск, и, наконец, мать увидела сына в наручниках. Вячеслав сказал: «Мама, я тебя люблю», и папу. Юридическая оценка. Субъективность показаний родственника существует. Но алиби по звонку объективно, поскольку подтверждено логами оператора. Статья 66 Уголовного кодекса Украины предусматривает смягчающие обстоятельства, такие как возраст 18 лет, положительный характер, отсутствие судимости. Статья 352 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусматривает перекрестный допрос, который защита отыграла на 100%. София Особа задала вопрос про фото с заклеенными глазами. Мать ответила, что такого фото не видела. Вывод состоит в том, что алиби сильное, мотив нетерпимости подорван. Патриотизм Зинченко противоречит пункту 14 части 2 статьи 115. 4-й свидетель, новый очевидец во дворе дома на улице Масарика 3, дал показания, что он сидел на лавке рядом с человеком в темной шляпе, панаме, Патагония, прозрачных очках, который имел сумку, широкие штаны, был в кофте с длинными рукавами и был похож на девушку. Рост человека в панаме и очках 177-178 сантиметров. Худощавый, глаза меньше, чем у Зинченко, без прыщей. Был короткий контакт. Свидетель спросил: «Ти до мене щось кажеш?» На что получил ответ: «Бу-бу-бу». Человек ушел к 6-му и 7-му подъезду. В зале свидетель Зинченко не узнал и сказал, что он совершенно не похож на Ряженого. У Ряженого глаза меньше, а рост ниже. Юридическая оценка. Статья 228 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусматривает идентификацию по полной совокупности признаков. Свидетель не заинтересован. Прокурор провокационно спросил: «Ты сказал девушка, а потом он». На что получил ответ: «Я сказал не девушка, а похож на девушку». А рэперы все на девушек похожи, что вызвало смех в зале. Свидетель отказался отвечать на вопрос, откуда он узнал о суде, что является правом по статье 338. Конфликт с потерпевшей Софией Особой состоял в том, что она сказала: «Ты мне угрожал в стримах». Он ответил: «Я не угрожал».
Запись стрима опровергает угрозы потерпевшей, которые она озвучила со стороны свидетелей. Судья потребовала тишины. Вывод состоит в том, что свидетель указывает на альтернативного подозреваемого, в связи с чем возникает разумное сомнение в причастности Зинченко к убийству. Европейский суд по правам человека в деле Салдус против Турции постановил, что косвенные доказательства не равны прямым. Общая оценка доказательной базы. Видео походки имеет допустимость, поскольку получено законно, имеет относимость, поскольку касается события, имеет достоверность, 80% совпадения, но не имеет достаточности, поскольку не 100%. Итог – это слабое доказательство. Поиск прыщи-борода имеет допустимость, поскольку изъято из телефона, имеет относимость, поскольку связано с маскировкой, имеет достоверность косвенного характера, но не имеет достаточности. Итог – слабое доказательство. Крипта на Патагоне имеет допустимость, поскольку подтверждено транзакциями, имеет неполную относимость, поскольку на одежду, имеет достоверность около 20 тысяч гривен, но не имеет достаточности. Итог – среднее доказательство. Книга Инцелла имеет допустимость, поскольку скачана, имеет относимость, поскольку якобы мотив, имеет достоверность интеллектуального интереса, но не имеет достаточности. Итог – слабое доказательство. Гильза имеет допустимость, поскольку изъята, имеет относимость, поскольку с места, но не имеет достоверности. Нет указания на точное место изъятия и нет ДНК Зинченко, а также не имеет достаточности, и по итогу это слабое доказательство. Оружие отсутствует полностью. Итог – отсутствующее доказательство. Статья 87 Уголовно-процессуального кодекса Украины требует, чтобы доказательства были полными, достоверными, непротиворечивыми, но факт состоит в том, что противоречия есть в голосе, росте, прыщах, алиби. Прогноз и рекомендации. Ключевые даты. Следующее заседание 26 ноября. Выступит по видеосвязи отец Зинченко Федор. В декабре 2025 года будет закончена финальная экспертиза походки. В январе ожидается 26 года прения сторон. Приговор приблизительно с марта по июнь 2026 года. Сценарии исхода дела. Оправдание или прекращение. 25% вероятности из-за разумного сомнения. Переквалификация на часть 1 статьи 115 или статью 116. Это 50% до расследования. Обвинительный приговор с 7 до 15 лет, 25% вероятности только при новых ДНК. Рекомендации защите. Ходатайствовать о голосовой экспертизе, ростовой экспертизе, требовать поиска альтернативного подозреваемого. Рекомендации прокуратуре ускорить поиск оружия, провести повторную ДНК-экспертизу. Друзья, это не про эмоции, это про закон, про презумпцию невиновности в соответствии со статьей 62 Конституции и про бремя доказывания, лежащим на обвинителе, а также про справедливый суд. Заседание 13 ноября усилило защиту, создало разумное сомнение, подорвало мотив и идентификацию. Обвинение держится на косвенных доказательствах, но без прямых обвинительный приговор маловероятен. Подписывайтесь, если хотите знать правду, ставьте лайк, если верите в закон, пишите в комментариях, как, по вашему мнению, Зинченко виновен или это ошибка следствия. С вами был юрист Валерий Табаков, и это были только факты
и только прогноз. До новых встреч!